Когда-то игры были простыми. Свет, движение, цель. Мы побеждали, и этого было достаточно. Теперь же игры нарочито не хотят, чтобы мы спасали мир. Они хотят, чтобы мы чувствовали. Игры стали тише, мрачнее, медленнее. В моду вошли рефлексия и ностальгия, которые всегда сопровождают самые тяжелые моменты жизни человека. Они становятся неким психологическим защитным механизмом, помогающим справиться со стрессом, неопределенностью и дискомфортом в настоящем. Сентиментальная тоска по прошлому, которая дает ощущение стабильности и комфорта. Вновь случился бум на игры в стиле 90-х, 2000-х. Мы умудряемся скучать по месту и времени, где, возможно, даже никогда и не жили. Визуально и эмоционально игра возвращает нас в эпоху VHS и старых мониторов, желтоватого света ламп, первых мобильников и интернет-форумов. Однако первое впечатление обманчиво. Ностальгия здесь неуютная. Она тревожная и мрачная. Эффект VHS создает странное ощущение киномокюментаря, воспроизводя впечатления абсолютно реальной истории. Каждая глава — это воспоминание. Это фрагмент чужой жизни, пересказанный человеком, пережившим страшное событие. В моменты сильного стресса мы меняемся. И где-то в недрах сознания появляется желание вкусить того, чего в играх раньше просто не существовало. Честности. Честность в страхе и в одиночестве, в бессилии и беспомощности. Возможно, мы просто повзрослели. А возможно, игры и правда перестали быть спасением и стали отражением. Это хоррор не о чудовищах, а о людях. Не о тьме, а о постепенно гаснущем внутри свете. First of Asm — это антология историй подлинного страха, выросшего не на фольклоре и не на легендариумах, а на реальности. Игра вышла из тихих историй, которые могли бы случиться с любым из нас. Каждая глава — это отражение внутренних страхов и тревоги. Вам когда-нибудь бывало страшно оставаться одним дома? Или прогуливаться по вроде бы знакомой вам дороге? А верите ли вы каждому встречному человеку? Все это вопросы, связанные с историями людей, которые пережили настоящий, подлинный страх. Каждый рассказ — это история очевидца, и от этого становится еще страшнее. Глава 1. Безопасного места не существует. 14-летний парень по имени Майлз остается один дома. Его родителям нужно было срочно уехать на пару дней по делам. Вредная еда, взрослые передачи по телевизору, избитый режим сна. Что еще может быть лучше? Реальность быстро дает поддых. Возле его дома начал ошиваться странный тип, который отчаянно напрашивается в гости. Одиночество в детстве превращается в лабиринты страхов. Дом, который обычно воспринимается как крепость, становится опасным. Стены звенят от тишины, и каждый скрип пола ощущается как присутствие чего-то невидимого. Телевизор трещит помехами, а лампы отбрасывают свет, как будто бы тусклее, чем когда дома есть близкие люди. В этих деталях скрывается сама психология воспоминаний. Мозг видит знакомое и одновременно пугается, потому что осознает, что безопасность всегда была иллюзорной. Здесь страх первостепенно не в чудовище, а в осознании, что убежище может предать. Это страх одиночества и утраты контроля. И это символично. Взросление порой начинается с момента, когда ты впервые понимаешь, что твое убежище больше не гарантирует безопасность. Это не совсем классический хоррор, это скорее смутное воспоминание о том, как начинающий человек впервые ощущает тревогу мира. Глава 2. Придорожные тени.
Данная история повествует нам о ночной поездке в поздних 90-х, где каждый огонек мотеля и каждый тусклый фонарь создают одновременно чувство уюта, но и скрытые угрозы. В центре истории 19-летняя девушка по имени Холли Гарнер. Перипетия судьбы приводит ее на одну ночь в мотель, где обнаруживается подозрительный сожитель. Режиссерски эта глава практически мастерски балансирует между теплой ностальгией и тревогой. В придорожной темноте мозг начинает потихоньку дорисовывать детали, усиливая тревогу. Звуки шин, ветра и шорохов становятся сигналами потенциальной опасности, хотя и ее может не быть вовсе. Дорога здесь приходит своеобразной метафорой взросления. Каждый шаг открывает свободу действия, но одновременно показывает хрупкость безопасности. Мотель становится временным убежищем, где уют смешан с отчуждением. Вторая часть — это снова не классический хоррор, а опыт тревожной ностальгии. Игра напоминает, что прошлое было одновременно и приятным, и, возможно, опасным. Конечно, основной темой здесь является насилие над женщинами. Эта проблема остается нерешенной даже в корне. И я не говорю про целенаправленно организованных преступников. Я говорю про то, что порой творится в головах у обычных людей. Однажды я услышал такую вещь. Женщина сама виновата в изнасиловании, одевая выразительную одежду. Подобная чушь не объясняет, а только ингибирует и консервирует проблемы. Более того, зачастую подобные фразы являются оправданием преступления. Глава 3. Слежка. Карсон Хаус — это двусмысленная история о наблюдении за чужой жизнью. В этот раз протагонистом оказывается молодой студент Ноа Бейкер, который ищет подработку. Судьба приводит его на работу смотрителем за домом богатого мужчины, и постепенно парень начинает ощущать, что каждое помещение, каждый предмет и каждая тень хранят чужую жизнь, чужие эмоции и чужие секреты. В плане атмосферы и геймплея игра продолжает делать шаги к лучшему образчику — Пяти и Мэдисон. Появляется странная и тревожная ностальгия. Тусклое освещение и приглушенные цвета создают эффект старых фотографий или видеозаписей. Все это усиливает ощущение чужой жизни, которую игрок переживает через себя. Дом, мебель, интерьер. Мы думаем, что следим за домом, но в итоге выясняется, что следим не мы, а за нами. Камеры становятся символом паранойи, они же для безопасности, но вместо этого они усиливают тревогу. Глава исследует тему изоляции и пустоты человеческой жизни. Герой видит чужое одиночество, чужую рутину, и постепенно страх становится не внешним, а внутренним. Ощущением того, что пустота и отчуждение могут коснуться каждого. В этой главе страх проявляется через ощущение беспомощности, через невозможность влиять на происходящее и через понимание, что привычное пространство может оказаться враждебным. Также крайне важна и звуковая среда. Скрип полов, теплый, но приглушенный свет, тихие шепоты или эхо шагов — все это усиливает эффект присутствия и тревоги, создавая атмосферу постоянного ожидания. Камера ограничивает обзор, показывая лишь часть комнаты или коридора, и это заставляет игрока дорисовывать детали самому, усиливая чувство незащищенности. Проблемой здесь также предстает сталкерство. Сначала герой истории думает, что он просто присматривает за домом. Камеры создают иллюзию контроля, будто он видит все и поэтому в безопасности. Но постепенно игрок понимает, что это ложное чувство, потому что на самом деле наблюдают за ним. Первые силуэты на камерах, странные звуки в доме — это переход от уверенности к паранойи. Как и в реальной жизни, после пережитого стресса мозг постоянно будет выдавать случайные звуки, которых на самом деле нет. Как, к примеру, у вас случился потоп, и вы вроде бы все починили, но потом вы будете постоянно слышать капли воды, стуки и скрипы, постоянно все проверять, но ничего не будет, потому что мозг играет с нами, играет с травматичным моментом. Сталкер в игре символизирует разрушение личных границ. Он проникает туда, где вы должны чувствовать себя в безопасности. Ни стены, ни камеры не спасают. Безопасность — это иллюзия. Это понятие очень близко к опыту жертв сталкинга в реальной жизни, которые часто говорят, что самое страшное не нападение, а ощущение беспомощности и невозможности контролировать ситуацию. Карсон Хаус пугает не монстрами и не мистикой, а снова тем, что может случиться с каждым. Когда твой мир, где ты должен быть в безопасности, оказывается под постоянным чужим взглядом, ничто не сможет защитить от самого опасного врага в мире — человека.
Глава 4. Одиночество. Iron Bark Lookout, на мой взгляд, лучшая глава игры. Возможно, это все от теплых воспоминаний от игры Firewatch, которую, если вам это интересно, в будущем тоже можно будет разобрать. А может, я так считаю, потому что тема главы ближе всего мне. Эта история символизирует дихотомию одиночества. Главный герой покидает общество, уходя в изолированное место, смотровую башню среди лесов. Место кажется спокойным и даже умиротворенным, но одиночество быстро превращается в пространство внутренней тревоги, где каждая тень, каждый звук ветра, каждый скрип дерева или крик птицы становится источником страха. Мы все порой хотим быть в одиночестве, но мы не хотим быть одинокими. Игра использует темно-зеленые и коричневые оттенки леса, а также тусклое освещение заката. Вновь создается ощущение, будто мы наблюдаем мир через призму памяти или старой пленки. Природа равно спокойствие. Отсутствие внешних раздражителей равно спокойствие. Уединение равно спокойствие. Высота башни и открытое пространство обещают контроль, но в это же время это и длительное одиночество. Одиночество часто ведет к тому, что человек уходит в себя, как в замкнутый круг. Мысли начинают крутиться по одной и той же траектории, а тревога начинает нарастать. Отсутствие людей равно отсутствие внешней поддержки и стимулов. Когда нет опоры на других, психика начинает как бы переваривать саму себя. Отсюда чувство стагнации, апатии и гниения изнутри. Самопознание через страх. Герой оказывается лицом к лицу со своими мыслями, прошлыми воспоминаниями, тревогами, ощущением покинутости. В этой главе страх проявляется через тишину и пространство, а не через внешнее зло. Лес как зеркало внутреннего состояния, непроглядные чащи с тусклыми огоньками. Башня – символ изоляции, а дальние звуки приходят воспоминаниям, что одиночество может быть безмолвным, но не менее опасным. Конечно, одиночество обостряет память и восприятие, будь то скрип дерева, шуршание листьев или вид на далекий горизонт. Все это служит не только атмосфере, но и внутреннему переживанию героя. Ностальгия здесь проявляется через связь с природой и ощущением времени, когда мир казался простым и понятным. Вся история – это психологический опыт, где герой сталкивается с хрупкостью человеческой психики, с тем, как одиночество и память могут создавать ощущение угрозы, которая в финале, конечно же, оказывается реальной. Сектанты здесь играют роль внешнего воплощения внутреннего страха. Пока ты один, тебя пугают собственные мысли. Но когда мы понимаем, что в темноте есть еще кто-то, одиночество превращается в смертельную ловушку. Ночью в лесу мы предпочли бы встретить дикого зверя, но точно никак не человека. Глава 5. Доверие. 23-летняя Сидни Харпер устала от работы и чувствует себя выгоревшей. Вместе с друзьями она решает отправиться провести выходные в арендованный дом в Вермонте. Сначала все выглядит как обычный отдых. Дорога, остановка в пиццерии, шутки и планы. У кого такого не бывало. Но постепенно спокойная поездка превращается в кошмар. В придорожной забегаловке компания встречает странного и даже пугающего человека, который слишком навязчив и настойчив для простого незнакомца. Мужчина в кафе — это не просто случайный автостопщик, а некий символ вторжения. Его образ появляется еще до основного сюжета. На первом этапе он работает как первый тревожный сигнал. Опасность уже близко, даже если ее еще не видно напрямую. Позже, когда Сидни остается одна в доме, мужчина возвращается и начинает настойчиво стучать в дверь. Теперь он превращается в прямую угрозу. Чужак буквально пытается войти внутрь. Этот момент подчеркивает главный мотив игры. Никакие стены и замки не гарантируют защиты, если кто-то решился нарушить границы дозволенного. Автостопщик — это воплощение страха перед чужим. Он символизирует уязвимость человека перед незнакомцем, которого мы не можем прочитать заранее. Его навязчивость и настойчивость отражают типичное поведение тех, кто не признает чужих границ. Именно поэтому его присутствие вызывает не просто тревогу, а особый дискомфорт. Он не исчезает, пока не добьется желаемого. По приезде в дом их встречает человек, представившийся хозяином жилища – Рик. Он ведет себя дружелюбно, говорит о ремонте телевизора и поисках кота, но его поведение выглядит все более подозрительным. Напрягает и ситуация, когда он случайно оказывается в туалете. По его словам, он только
пришел починить раковину. И дом тоже сам по себе давит. Обшарпанный подвал с запертыми комнатами, шорохи и стуки ночью, звуки, которые невозможно объяснить. Ситуация начинает обостряться. Парень, который неловко, но настойчиво пытается признаться в чувствах, потом его уход, она остается одна. Сидни остается одна. Как уже говорилось раньше, ночью в дверь настойчиво стучит человек, которого они видели днем в кафе. Затем, по просьбе самой Сидни, снова появляется Рик. Теперь уже с молотком в руках. И случайно выясняется правда. Сидни понимает, что она оказалась в ловушке в чужом доме, где человек, притворяющийся доброжелателем, на самом деле представляет угрозу. Усталость и выгорание делают человека уязвимым. Сидни едет отдыхать, чтобы восстановиться, но оказывается в ситуации, где ее доверие и невнимательность обращаются против нее. Ложная забота и доброжелательность Рика, навязчивость мужчины в кафе, странные звуки дома – все это разрушает иллюзию безопасности. Дом, который должен быть убежищем, как и в прошлых частях, становится ловушкой. Подвал – символ секретов. Телефон же превращается в источник страха, дезориентации и беспомощности. Сообщение противоречит реальности. Весь эпизод строится на страхе перед людьми, которые скрывают свои истинные намерения. Атмосфера наполнена неспешной тишиной, приглушенными красками и деталями повседневной жизни, создавая ощущение, что мир наконец стал безопасным. Игра мастерски разрушает эту иллюзию. Каждая деталь напоминает, что опасность может скрываться в самых привычных местах. Здесь ностальгический вкус проявляется через деревенскую эстетику, ретро-обстановку, медленный ритм жизни, как будто герой возвращается в прошлое. Страх не явный, а тонкий, психологический. Он рождается из постоянного сомнения и ожидания того, что идиллия может быть нарушена в любой момент. Вся глава — это метафора на попытку человека найти убежище в мире, который никогда полностью не был безопасен. Безопасность — это иллюзия. Фирсту Фезом нет чудовища крови, только ты и чувство, что рядом кто-то есть. Это серия хорроров без особых выдумок. Здесь страх не является чем-то сверхъестественным. Он рождается из тишины и осознания, насколько могут быть реалистичными происходящие события. А кто даст нам гарантии того, что с любым из нас этого не произойдет? И нет, здесь речь не о выдуманных монстрах. Здесь речь о настоящих. Ты ведь тоже сидел ночью за компом и слышал, как кто-то ходит по дому. Ты ведь тоже проверял замок, хотя точно знал, что все закрыто. First of Us цепляет не фантазией, а тем, что это может быть с кем угодно. Любой случайно встреченный нами человек может оказаться намного страшнее выдуманного существа. В этом и сокрыта сила First of Us. Страх не кричит, он просто тихо дышит рядом. Эта игра не пытается напугать напрямую. Она всего лишь показывает, насколько легко наш привычный мир превращается в ужас.